Эффективность, единая команда, уважение, ответственность за результат, безопасность, на шаг впереди. Ценности Росатома. Здравствуйте, это программа «Лица Росатома» и я ее ведущий Алексей Зайцев. Сегодня герой нашего очерка Павел Демьянов расскажет о том, как научный подход помогает ему исследовать практики восточных единоборств и наоборот. Интересы старшего научного сотрудника в НИИНМ Павла Демьянова к восточным единоборствам и точным наукам проявились еще в школе. Первому увлечению способствовали красочные художественные фильмы. Второму – хорошие учителя, которые объясняли законы физики на наглядных примерах. Во время объяснения закономерностей в молекулярной физике она вызвала двух хулиганов и сказала им: вот зажмите третьего хулигана между собой и давайте его давить. А теперь тащите его за руки. Он говорит: вот примерно так же ведут себя молекулы в газе. Вот это вот мне запомнилось, наверное, на всю жизнь. То есть какой уровень преподавания, что заинтересовало всех, включая хулиганов. С учителями Павлу повезло и в университете. Однако тяга к новому и неизведанному, сформировавшаяся у него под влиянием опытных наставников, несколько лет оставалась неудовлетворенной. После выхода из института я сменил несколько работ, в том числе поездил по северам нашей родины, на Дальнем Востоке, там, в горах Якутии в минус 50 поработал. Ну, всегда чего-то не хватало. И инженерная работа, то есть выполнение каких-то задач уже решенных, она вот этого не удовлетворяла. То есть мозг требует нерешенных задач. То, что искал, наш герой нашел в Институте неорганических материалов. Здесь он уже почти 7 лет занимается обоснованием безопасности конструкции топливных элементов для тепловых реакторов. И хотя со временем конструкция ТВЭЛов кардинально не изменилась, каждое незначительное усовершенствование требует нового расчета. Допустим, мы вводим новый материал в оболочке. Значит, мы должны все его свойства иметь в каком-то виде, в виде моделей, в виде расчетных кодов, которые предсказывают интегральное поведение топливного элемента во время облучения в реакторе. Каждая конструкция должна быть заново лицензирована под задачу с измененными условиями. Вот эти задачи, они новые, то есть их нельзя открыть учебник с полки и найти решение тех задач, которые решаем мы. На решение новых задач уходит от нескольких дней до нескольких месяцев. Сбор информации, ее структурирование, анализ, сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными. Под наружным давлением интересные результаты получились. 110 опт сплющился за 3 часа, а если за 65? Ползучесть очень медленная у 110 М. Ну, вот смотрим, как они, в общем-то, будут ложиться на расчетные данные. Слушай, а когда сможешь мне их сбросить? Да хоть сейчас. Ну, скинь мне тогда, потом я посмотрю. Договорились. Львиную долю рабочего времени Павел проводит за компьютером, но свою малоподвижную деятельность с успехом компенсирует регулярными занятиями окинавским карате. В нем нет соревновательной составляющей, есть только борьба с самим собой и своими недостатками. Завтра мы должны быть лучше, чем сегодня. Вот это основная задача. То есть не нужно стараться победить всех, а нужно победить там себя, свою лень, свои слабости. Те же самые рутинные процедуры, написание отчетов, нормы контроля и прочие вещи, которые, может быть, мне неинтересно делать, но я заставляю себя их делать, потому что от этого зависит и качество работы. В свою очередь, научная деятельность помогает нашему герою понять зашифрованные послания древних мастеров карате. В окинавском карате есть такое понятие ката. Это комплекс из движений, ударов руками, ногами, которые нигде не описаны в книгах, что это означает, какой это прием. Но на самом деле в этих формах зашифрованы броски, удушения, какие-то техники освобождения от захватов. Это фактически исследование. Есть движения, которые мы выполняем. Но мало кто понимает, что это такое. Применение может быть такое. Если кто-то схватил вас, допустим, за руку или схватил за одежду. Тяжело как-то вырываться, сильный человек, но резким срывом уводим руку одну, вторая сюда. Мы разыскиваем эти техники так же, как мы осуществляем научные поиски. Точно так же, подключая свои мозги, мы думаем, что может означать то или иное движение. Абсолютно такое же происходит и в науке. Часто мы уходим мимо
казалось бы, очевидных вещей, но они становятся очевидными только после многократных повторений, проб и ошибок. Бывает, что задача большая, составная, работает много людей, и мы не видим решения, оно далеко от нас. Но каждый день мы делаем то, что мы должны, то, что мы запланировали, и в итоге, рано или поздно, мы придем к результату.